Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Я юрист Валерий Табаков. Сегодня я хочу поговорить в этом видео с вами о теме, которая вызывает глубокое возмущение у любого человека, уважающего историю, культуру и, не побоюсь этого слова, элементарную справедливость. Речь пойдет о современной языковой политике Украины. Друзья, то, что происходит сейчас в Украине, далеко выходит за рамки обычного законодательства о государственном языке. Перед нами откровенная, жесткая и крайне циничная новая имперская политика украинского разлива. Политика, которая с пугающей точностью копирует самые темные, репрессивные страницы Российской империи XIX века. Только теперь с обратным знаком и под сине-желтым флагом. Вспомним факты. В 1863 году министр внутренних дел Петр Валуев издал свой печально известный циркуляр, который фактически запретил использование малороссийского языка в учебной, религиозной и научно-популярной литературе для народа. В 1876 году Александр II подписал в Эмсе еще более суровый указ, который ограничил украинский язык в печати, театре, публичных чтениях и даже в текстах к нотам. Эти документы, Валуевский указ и Эмский, вошли в историю как символы языкового и культурного угнетения, Валуевщина и Эмщина. Сегодня же мы наблюдаем зеркальное отражение той же самой политики подавления. Только на этот раз главной жертвой стал русский язык. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 2019 года и особенно жесткие поправки декабря 2025 года, включая полное исключение русского языка из-под защиты Европейской хартии региональных языков, превратили украинский язык в мощный инструмент принудительной ассимиляции. Обязательный украинский теперь требуется в школах, университетах, больницах, судах, сфере услуг, рекламе и средствах массовой информации. Огромные штрафы. Институт языкового омбудсмена с почти карательными функциями. Поощрение доносов и публичного давления. Все это
создает атмосферу настоящего языкового террора. Особенно возмутительно и цинично эта политика выглядит на фоне наследия Григория Саввича Сковороды, одного из самых ярких, глубоких и самобытных философов XVIII века, которого современная украинская власть так любит объявлять великим украинским мыслителем и национальным символом. Взгляните на купюру гривны достоинством 500. Сковорода писал свои трактаты, диалоги, поэзию и сад божественных песен на высоком, богатом и изысканном славяно-русском языке XVIII века. Этот язык включал мощный церковнославянский пласт, восточнославянские элементы и особенности слобожанского диалекта. Он сформировался, этот язык, задолго до Валуевского циркуляра и Эмского указа. Сковорода умер в 1794 году, и его основные произведения уже существовали в рукописях и ранних изданиях, когда никаких имперских языковых ограничений еще не было. Поэтому Валуевщина и Эмщина не повлияли и объективно не могли повлиять на язык Сковороды. Важно понимать, язык, на котором творил Сковорода, был и остается языком интеллектуальной элиты. Это был высокий книжный стиль образованных людей того времени, выпускников Киево-Могилянской академии, преподавателей духовных коллегиумов, представителей казацкой старшины и духовенства Малороссии и слобожанщины. На этом языке создавалась серьезная философия, богословие и поэзия. Это был язык мыслящей, высокообразованной части общества. В отличие от этого, народный украинский язык, вернее, то, что тогда называлось малороссийским наречием, был преимущественно языком простолюдинов, крестьян, рядовых казаков, ремесленников. Он использовался в быту, в устном народном творчестве, песнях и сказках. Именно этот народный, простонародный язык в конце XVIII-XIX веках стал основой для формирования современного литературного украинского языка, начиная с Котляревского и особенно в эпоху Шевченко и Кулеша. Современный украинский литературный язык сознательно строился на базе этих народных
диалектов. Активно очищался от церковнославянских и русских элементов и обогащался галицийскими элементами и полонизмами. При этом современный русский литературный язык гораздо ближе к языку сковороды, чем современный украинский. Русский язык сохранил значительно больше преемственности с тем высоким славяно-русским стилем XVIII века, с его церковнославянскими, староболгарскими корнями, лексикой и грамматическими конструкциями. Именно поэтому язык сковороды воспринимается сегодня как архаичный русский, а не как ранний украинский. Получается абсурдная и трагическая картина. Власть, которая пафосно причисляет сковороду к своим национальным святыням, одновременно ведет систематическую борьбу с языком, который гораздо ближе к тому высокому интеллектуальному стилю, на котором философ создавал свои произведения. Это не просто историческая ирония, это настоящее предательство собственного культурного наследия, циничное и опасное отрицание интеллектуальной традиции украинского малороссийского народа. Когда государство начинает бояться языка, на котором говорят и думают миллионы его собственных граждан, и используют против него административный ресурс, штрафы, цензуру и систему доносов, это ярчайший признак глубокой внутренней слабости и неуверенности в себе. Такая политика не укрепляет нацию и не способствует единству. Она искусственно разделяет общество, сеет взаимную вражду между людьми, которые веками жили бок о бок на одной земле, и только углубляет существующий раскол. Я, юрист Валерий Табаков, со всей ответственностью заявляю, эти законы грубо нарушают принципы равенства всех граждан перед законом, свободу выражения мнений и право на получение образования и информации на родном языке. Они противоречат не только духу и букве Конституции Украины, но и фундаментальным нормам международного права в области прав человека. Мы не можем и не должны закрывать глаза на то, как под благовидным предлогом защиты государственного языка и обеспечения национальной безопасности ведется систематическое вытеснение русского языка из публичной сферы и обесценивание общего восточнославянского культурного наследия, ярким и достойным представителем которого был и остается Григорий Сковорода. Это вопрос не только текущей политики, это вопрос исторической справедливости, культурной преемственности и
элементарного здравого смысла. Если вам не безразлично сохранение нашего общего культурного наследия, если вы против языкового принуждения и дискриминации по языковому признаку, поддержите это видео лайком, поделитесь им с друзьями и единомышленниками. Напишите в комментариях свое мнение, считаете ли вы нынешнюю языковую политику Украины продолжением имперских традиций подавления, только теперь в современном украинском исполнении. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Будьте бдительны, отстаивайте свои права и культурную память. С уважением, юрист Валерий Табаков.